частный иранский дом. Вот в этой времяночке. Времяночка. Вот мы в ней остановились. А вон то основной дом. Это у них какой-то огородик. Вот он, ГГшечка. Стоит накрытый от солнца. Стандартные иранские машины. Такой вот обычный дом. Это вот хозяин идет. Вот это хозяйский дом. Прикольно. Аутентичный иранский дом. Год назад я выехал из салона на том самом гусе с доброй мордой, который ушел в историю. Приглашаю вас присоединиться к по-настоящему большому путешествию, которое начиналось как дорога из Дубая в Исландию. Но жизнь внесла свои коррективы, и не раз. Я сам еще не знаю, куда приведет эта дорога. Здесь, собственно, мы остановились. Спали на полу. Наши шмотки. Такая времяночка. Она сейчас завтрак приготовит. Воду здесь пьют из-под крана. Я уже миллион лет не видел накипи. Здесь вот в чайнике накипь хорошая, добротная, сантиметр толщиной. Общаемся через переводчика. Пытаюсь наладить вот эти наушники, вот динамики в шлеме. Дефолтовые места, они, что у меня в шлеме, что у него, они как-то не подходят. Эти динамики продаются как больше по размеру, вроде как должен быть хороший звук, все хорошо. Оно может так и есть. Не спорю, звук хороший. Но вот такая беда. На уши давят. Они больше. И в вот это место, dedicated, они туда не проваливаются. Полностью и торчат. Давят на уши. Попробуем зафиксить со смещением на двусторонний скотч. Хорошо. Сейчас покушаем обед и попрыгаем дальше в Шираз. Пока готовится ланч, нас взялись покатать по этому Шамсабад, деревенька или городок. Экскурсия такая небольшая. Едем на этой машинке, которая типа Peugeot или типа Kia, или что-то все вместе взятое. Я так понимаю, их фазенда, в общем, второй дом. Картошка. Картошка. Картошка? Potato, yes. Картошка. Здесь картошка. Картошка. Ух, тут много гектар. This your Grandfather. Garden. That a lot. Сколько здесь гектар, я не знаю. Картошечка у них с поливом. Здесь хорошо. Есть реки, вода поливная. Мало зависят от капризов природы люди.
Люблю я вот так гулять по деревням, не по городам. Мне так хорошо. Мне социопату прям вот то, что прям вот доктор прописал. Я прям душой отдыхаю в таких вот тихих, уютных, природных местах. Картошка сырая. Бля, тутошка. Давно я не видел тутошку. Белая тутошка. Еще ее называют шелковицей, но я называю тутошкой. Мне название шелковицы не нравится. Мне нравится тутошка. Туто Софи. Софи. Они то же самое. Туто. Тутошка. Туто. قرمز شام هست. Термес. آره اونجاست. Ай, прям лайк. Мне нравится вот эта штучка. А, тутошку люблю. У нас в школе такая росла в детстве. Мы ее всю палками сбивали. Вкусно. Очень вкусно. Как хорошо, что сезон тутошки сейчас. Вот она, черненькая. Хорошая. Очень хорошая. Я... Мерси. Какая тутошечка. Большая. Крупная. Дедок ведет меня, говорит, иди снимай семейство. Женщины, похоже, не очень счастливы. Он говорит, нет, иди снимай. Заставляет. Салам алейкум. Окей? Okey mi yani bir şey falan ya. Okey. Okey. Ha, iyi veren bu. Поле арбузики. Ha. Ne. Ben kafamı şöyle tip yağla falan zanino. Ya şimdi de çıkıyor kalma. Oh. Ana yine oyunca yani bakıyorsun ha. Я себя чувствую так немного некомфортно, как сказать, неуютно. Или как сказать это называется слово-то. Себя чувствую немного... В общем, как-то не так себя чувствую, когда вот люди работают, а я тут с камеркой хожу, их снимаю. Какая-то вот такой... Приехал горожанин с камеркой снимать. Ну, вроде ничего. Нормально к этому относится, но... Мне это не очень как-то так на душе приятно, когда люди работают, а я их снимаю. Потому что хреново, видимо, я репортер. Не умею снимать нифига. Мы вроде закончили экскурсию по, как их там, фазендам и огородам. Подъехали домой. Его жена запрыгнула в машину, и мы опять куда-то едем. Вот я не знаю, куда мы едем. Вот едем на нашем 25-летнем иранском пепелаце, в котором есть даже кондиционер. Вам тепло? Холодно?
Big lake? It's like a spring. It's long. Yes, it seems like it's like Not like long river. Море это хорошо, интересно, но вот когда путешествуешь, пресная вода, прям, конечно, это прям наслаждение, когда есть доступ к пресной воде. Всегда скучаешь по пресной воде в пустынях, когда нужно с собой везти, экономить. Здесь вот, по крайней мере, в этом районе, где мы пока путешествуем, очень много таких вот речушек, родничков. Знал бы, куда едем, взял бы плавки. Ща бы заплыл. Хорошо было бы. Прохладился бы. Хорошо, зелено. Вообще хорошо, когда водичка прохладная, а на улице жарко. Ну, сейчас, наверное, будет... Да есть, наверное, под 40, думаю, сейчас. 38 точно. Вот в этом каньоне мы вчера ходили, вот. Называется катэ. Хозяин захотел попробовать покататься на ГГшике. get out again. А вот это его мопед. Сколько здесь? Хондочка 150, 125 кубов, наверное, 150. Сейчас вторая точка поедет, покатаем. А? Soachi. Soachi. Soachan. I think we've been preparing now. Let's try to go and we'll see how it will deflate. Надолго ли нам хватит этого, то что вдуло? Просто так же давление не падает, значит где-то пропускает. Вопрос где и насколько сильно. Где-то гвоздь поймали. Едем мы теперь в сторону Шираза. Здесь мы покатались. Встретили нас прям как родственников. В итоге получилось за две ночи ужин, завтрак и обед заплатили 4 миллиона таманов.
трассе практически каждая третья машина посигналит, поприветствует. Особенно попутные, когда обгоняют или ты их обгоняешь. Здороваются. Здесь много Peugeot, Renault, и вот таких иранских, которые очень похожи на Peugeot и Renault. Второй раз заправляемся в Иране. Сейчас опять полбака осталось, залил иранского бензина. Но сейчас по факту уже будет весь иранский. На предыдущей заправке был микс иранский-дубайский. Сейчас получается, начиная с этой заправки, будем считать, что у нас полностью иранский. Посмотрим, как ГГшка будет себя вести. На предыдущем, ну, я бы не сказал, что он плохо вел себя, нормально. На 4000 какой-то звук необычный, такой раньше не было на нормальном бензине. Ну, ехал нормально. Сейчас посмотрим, как будет дальше себя вести. И отпишусь. Гестхаус, в который мы едем, расчетное время прибытия где-то 9 часов вечера, то есть уже затемно. Сейчас вот уже близится закат, и нам еще часика два. Здесь много баранов пасут. Прям очень часто отары встречаю. Вот именно баранов. Коров так я бы не сказал, что видел. А может быть даже вообще не видел, что-то не помню. Баранов много. Здесь вот этих полицейских очень часто встречаются, и они никак не на дороге самой не обозначено, или там, где нарисовано, все практически стерлось. А вот знаки вроде бы стоят, но они как-то стоят нестандартизованно. Он может стоять прям сразу возле нее, может стоять метров за 100 до полицейского, за 150, за 50. Решили немножко одеться. 17 градусов показывает уже табло ГГшкина. Can you come a little bit here and look here? Nothing. Okay, perfect. Сейчас заскафандримся и помчим дальше. Нам еще где-то час ехать. Поэтому надо одеться.
хорошо.